Меня зовут Глеб, я представляю СОЮЗМОЛОКО. My name is Gleb, I represent National Dairy Producers Union of Russia. И прежде чем мы начнем, хотелось бы подчеркнуть, что работа над повышением эффективности производства молока в нашей стране – это одна из целей, которая существовала в Союзе с момента его основания в 2008 году. And so before we start, I'd like to know that the ensuring of efficiency of milk production was one of has been one of primary goals of our union since its foundation. Поэтому сегодня у нас уже 25 участников собирается, так к 25 подходит. Приятно видеть такой интерес к теме кормления коров в молочном направлении. That's why we are glad that there is such interest in the event focusing on nutrition of dairy cattle. Думаю, что я больше не буду занимать время от участников презентации, которую доктор Макконахи подготовил сегодня, и передам слово, чтобы могли мероприятие уже, собственно, начать. And I don't want to take more time out of this presentation that Dr. Makkonahi has prepared for this webinar. So I'm giving the floor to Taisia Mortensen, who represents Zinpro company in Russia. Taisia, пожалуйста. Спасибо большое, Глеб. Добрый день, коллеги. Мы рады вас всех видеть. Вопросы, как всегда, можете размещать в письменном виде в чате. Мы их обязательно все соберем и ответим. Надежда Малова с нами также присутствует, которая сможет в конце презентации Хью озвучить все вопросы, и мы на них обязательно ответим. Меня зовут Таисия Мортенсен, компания Zinpro Corporation в России. И сегодня с нами наш многоуважаемый доктор Хью Макконахи, который будет рассказывать про взаимосвязь рационов и качество молока. Надеюсь, что этот вебинар будет интересен. Все вопросы, как всегда, пишите. И мы передаем слово доктору Хью. Хью, the floor is yours. Thank you very much, Taisha. Good morning, everybody. It's a pleasure to be able to join you, or good afternoon, I do apologize. It's a pleasure to be able to join you and to give you this presentation on nutrition of dairy cows. Добрый день, коллеги. У кого-то доброе утро, у кого-то добрый день, в зависимости от того, откуда вы нас слушаете. Очень рада, что вы присоединяетесь к нам. Спасибо большое за внимание к нашим вебинарам. И мы с радостью приступаем к вебинару, посвященному кормлению коров с точки зрения качества молока. So I'd just like to begin by introducing myself. So my name is Dr. Hью Макконахи. I have worked in the dairy industry for my entire life, and I've had a variety of positions, including research, farm and dairy herd manager, and I've been a dairy nutritionist. And 2 years ago, I joined Zinpro Corporation as a dairy nutritionist, and I work mainly in Russia, in Europe, the Middle East, and South Africa. Для начала познакомимся еще раз для тех, кто не знаком с доктором Хью Макконахи. Опыт Хью посвящен, практически вся жизнь посвящена молочным коровам в разных аспектах. Работал на ферме и с коровами около 30 лет. Разные позиции занимал в разных компаниях. Сейчас в компании Zinpro это позиция специалиста по кормлению молочного стада и научные исследования, связанные с кормлением молочных коров. Из мирового опыта Хью отвечает за такие страны, как Россия, СНГ, это также страны Европы, Северной Европы, и Африка и Средний Восток. We can continue. Yeah. Okay, so I would just like to start by saying thank you to the great team of colleagues I have working in Russia, namely Olga, Taisha, and Alexander. I'm really grateful for their support, and I enjoy working with them, and I'm sure they have a lot to offer your businesses and your dairies in the future.
Хью представляет нас, это команду Zinpro Corporation в России. Мои коллеги — это Ольга Гусева и Александр Родионов, и также я, Таисия Мортенсон. И Хью говорит, что с удовольствием работает с нами в России на разных фермах и при посещении разных хозяйств. Ну и сейчас в условиях пандемии это все приобретает виртуальный, дистанционный характер, но надеемся, что мы и мои коллеги можем вам помочь и ответить на любые ваши вопросы. Okay, so let me just introduce the title of today's seminar, which is a modern approach to dairy cow nutrition. And we're looking how nutrition can produce healthy cows, quality milk, and maximize performance. Сегодняшняя тема – это современный взгляд на кормление молочных коров с точки зрения зависимости качества товарного молока как конечного результата от того, чем мы кормим. Как мы можем оптимизировать или вывести на максимум продуктивность или потенциал молочных коров с точки зрения молока, да, конечного продукта, который они дают, используя корма как инструмент. Okay, so if we look at the dairy feed pyramid, and the dairy feed pyramid describes the most important components of the nutrition of a dairy cow. It gives us an idea of where we need to pay most attention when we're formulating rations for dairy cows. Если мы посмотрим на многим известную пирамиду кормов, пирамиду ингредиентов, из которых состоят полносмешанные рационы, мы можем с вами понять, это пирамида NRC, американских научных исследователей, мы можем сразу понять, какая взаимосвязь между компонентами, входящими в рационы, и куда следует уделять основное внимание, основной фокус. Okay, so you can see that forage plays a very important part of the diet of the ration for a dairy cow. And without good forage, we will always struggle to make good levels of high quality milk. Самое главное в любом полносмешанном рационе – это грубая корма. Это основные корма, которые являются базой. Не имея качественных грубых кормов в наличии на ферме, невозможно не столкнуться с проблемами. То есть челленджи и проблемы, которые будут выявлены далее на коровах, к сожалению, будут появляться в любом случае, если качество основных грубых кормов низкое. Okay, and you can see that they're divided into 5 main components. But the second component, this non-forage carbohydrates and starches and our rumen-degradable protein, we need to focus these on balancing the forage component of the diet. Вы видите, что пирамида состоит из 5 основных подразделений, и вторая ступень – это крахмалы и белки, которые разлагаются в рубце, которые помогают балансировать работу рубца, балансируются исключительно в связи с основными грубыми кормами. То есть их можно добавлять и балансировать в зависимости от того, какого качества грубая корма. When we have a good balance between these components in the rumen of the cow, then we get good levels of microbial protein being produced. Если баланс в рубце у коровы между этими 3, так сказать, большими группами ингредиентов, это крахмалы, белки и основные грубые корма, хороший, оптимальный, тогда мы можем говорить о хорошей микробной среде, о хорошем качестве бактерий, которые живут внутри рубца, и как следующий шаг говорить обо всем остальном. Then on the third tier, we have these vitamins and trace minerals, and these are very important for an efficient metabolism of the dairy cow and making good use of the nutrients produced from the diet. Третьей ступенью идут минералы и витамины. Без них баланс рациона невозможен, потому что они необходимы для корректного ферментирования и для корректного усвоения основных грубых кормов и, как следствие, для высокой эффективности животного.
And then we go to the fourth tier. So we have the fat and the rumen undegradable protein. And for me, this component is about balancing or making up the deficit of nutrients that we're not producing in the rumen of the cow. Дальше идут жировые добавки и разлагаемые белковые добавки, транзитный белок. Они нужны для тоже корректной работы рубца животного и для эффективности полного целого рациона. And then at the top of the pyramid, we have the feed additives. And for me, feed additives provide us with an opportunity to enhance performance and to improve the well-being of the dairy cow. И на самом верху, пятая, самая, наверное, мелкая в виде пирамиды ступень, это кормовые добавки. Однако за счет нее можно как раз показать или раскрыть потенциал и эффективность молочной коровы, ее генетический потенциал, ее продуктивный потенциал за счет вот этого сегмента кормовых добавок. Okay, so one of the first things I do when I go onto a dairy and I'm troubleshooting a ration is I look at the predicted milk from the ration formulation and the actual milk being produced by the group of cows in question. Первое, что мы делаем, когда мы приходим на ферму, пытаясь решить какие-то поставленные задачи, это мы смотрим на прогнозируемое количество молока, которое можно получить, исходя из рационов, на которых ферма работает, и фактическое количество молока, которое по факту ферма имеет на сегодняшний день. And there's a lot of different things which will affect the accuracy of the prediction of the nutritional model. These will include management, but also having accurate analysis of the forage and an accurate assessment of dry matter intake. Разницу между прогнозируемым количеством молока и фактически имеющимся количеством молока, эта разница всегда очень большая, бывает сильная, и на эту разницу влияют такие вещи, конечно, как менеджмент и окружающая среда животных, но и нутрициологическая составная рационов, то есть качество рационов, питательность этих рационов, из которых состоят корма. Okay, but once you've accounted for all those management factors which are affecting the actual milk being produced by those cows, what you're really looking at is that you have an accurate indicator of the actual quality of the forage. После того, как мы с вами на этой ферме решили все вопросы по менеджменту, убрали их из уравнения как неизвестное, которое может повлиять на наличие или отсутствие молока, так или иначе мы все равно приходим к фактическому качеству главных ингредиентов, это грубых основных кормов. Okay, so if we're walking around the dairy and we're looking at how we can improve how much milk we can produce from the forage produced on the dairy, there's a number of opportunities. Гуляя по ферме и пытаясь понять в рамках аудита, как можно увеличить молоко, наблюдая за разными аспектами, как коровы живут, в каком состоянии силосные траншеи находятся, есть несколько возможностей, откуда, грубо говоря, это молоко можно достать. And one of the first places to look is the silage pile or the silage trench. Первое, конечно, это в любом случае будут силосные ямы или силосные траншеи. So in this first box, we can see that if we don't compact the forage well enough in the silage trench, then the dry matter losses actually increase. Первая коробочка на слайде показывает плотность трамбовки в траншее. Если плотность закладки силоса в траншее недостаточная, вы видите взаимосвязь потери сухого вещества на кубометр. And if the losses increase, then the milk potential from the forage is also going to decrease. Если увеличиваются потери по сухому веществу в траншее, то, как следствие, снижается или теряется объем произведенного молока на ферме.
Okay, if there's an increased level of mycotoxins in the forage because the crop has not been managed well in the field, these mycotoxins can have a negative effect on fiber digestion. Конечно, нельзя не поговорить про микотоксины. Если микотоксины на ферме выходят из-под контроля за счет того, что фокус менеджмента при выращивании или сборе урожая не был направлен на микотоксины, и как следствие они через силосную яму доходят до животного, то как следствие потребления животным микотоксинов может являться, конечно, снижение надоя. And the other thing to check is that fermentation is consistent within the silage pile. Следующее – это качество, корректность ферментации. Ферментация в силосной яме должна быть корректной и однородной. Because again, heating of the forage during storage can reduce the milk potential of that forage. Конечно, нагревание, или, как у нас говорят, когда корма горят в силосных траншеях или в ямах, приводит к тому, что количество молока падает значительно. And in terms of processing forage during harvesting, the more mature the forage, the more aggressive we need to be in processing that forage. И нельзя не поговорить про агрономию с точки зрения времени сбора урожая. Как только срок жизни растений выходит из-под контроля, и растения перерастают свою зрелость, очень сильно, конечно, падает качество кормов, и для корректного силосования или для усвоения переросших растений или переросших кормов требуется намного больше усилий. Okay, so the next place we need to look is the high production group or the fresh cows. Следующее, на что стоит посмотреть, это высокопродуктивная новотельная группа. And again, we need to ensure that the TMR is well presented, that it's consistent and it's well processed. Полносмешанный рацион TMR для этой группы животных очень важен. Качество этого TMR, этого рациона очень важно. Этот рацион должен быть однородный и высококачественный. Okay, so we can sieve the manure because this gives us a good idea of how well the fiber is being digested. Для того, чтобы понять, насколько хорошо усваивается клетчатка, например, конечно, можно использовать сито для работы с навозом этих животных. And as a very simple guide, if we sieve a kilo of manure, then we should have approximate, or we should actually remove 75% during the process of sieving. То есть для просто параметров, чтобы понимать, на что ориентироваться, если просеять около 1 килограмма навоза через навозное сито на новотельной группе, должно пройти около 70% материала из навоза через сито. And of course, the other thing we can look at when we're sieving manure is the presence of undigested grains or of starch particles. Следующий момент, на что мы смотрим при работе с навозом, конечно, это кусочки зерна, непереработанная клетчатка или остатки кукурузы или другого зерна. Okay, but the most accurate way to assess the digestion of starch is to look at the fecal content of starch or the starch content of feces. Самое простое – это оценить наличие или состав крахмала в навозе, в фекалиях животных. And there should be less than 3% starch within the manure sample. В выбранном образце навоза от определенной группы новотельных животных должно быть менее 3% крахмала. And if you have too much starch in the manure, you're actually losing performance of the dairy cows. So for every 1% increase in fecal starch, we're losing 0.3 kilograms of milk production. И здесь очень важно помнить, что при увеличении, значительном увеличении крахмала или ингредиентов, да, крахмальных в фекалиях коров, у нас происходит резкая потеря молока. На каждый 1% выше 3% наличия крахмала у нас происходит потеря около 300 грамм или миллилитров молока.
Okay, so the other thing we can look at is the consistency of the feces. So if we score the feces on a scale of 1 to 5, then we should have a high producing cow should have a fecal score of around 3. По шкале консистенции навоза высокопродуктивная корова от 1 до 5 должна иметь фекалии по шкале около 3. Okay, and if we look at the feces and we have the presence of mucus casts or even bubbles of gas, then there may be an issue with ruminal acidosis. Если при этом в навозе мы видим слизь или пузырчатость, или, как мы видим на картинке, жижеобразное состояние, это будет первым признаком наличия или подозрения на кишечный ацидоз. And of course, rumen health or rumen fill is also a good indicator of rumen health. So those cows in the high production group, again, they should have a rumen fill of around 3. Which is indicated in the middle of this box here. Наполнение рубца является следующим инструментом, который можно использовать. Высокопродуктивные коровы после отела. Мы должны стремиться к тому, чтобы по шкале наполнение рубца было около 3. And of course, milk quality can also be a good indication of rumen health. So if we have inverted fat or protein ratios, so this is when the fat is lower than the protein, then this can also be a good indicator that we have an issue with rumen health. И, конечно, мы смотрим на молоко, на качество молока. Соотношение главных 2 ингредиентов, это жира и белка в молоке, может быть хорошим сигналом состояния рубца, наличия или отсутствия ацидоза в рубце. При обратном соотношении, когда жир ниже, чем белок, это может являться хорошим клиническим подозрительным фактором на то, что в рубце может наблюдаться ацидоз. Okay, so when we're evaluating forage, what we want to know is how much cellulose is in that forage, because this is the fuel for the microbes in the rumen. Когда мы оцениваем рацион, мы хотим понять при оценке грубых кормов, которые используются в рационе, мы хотим понять количество целлюлозы, потому что именно она является пищей для бактерий. And as we've already talked about, there's a number of factors which can affect the digestibility of this fiber. And these are, for example, the season, the growing conditions, the variety of the crop, and of course, how well we process it during production. И, конечно, если мы будем оценивать качество этой общей клетчатки, которую мы даем корове, огромное количество факторов, которые нужно принимать во внимание, которые могут повлиять на качество этой общей клетчатки. То есть начиная от времени года и сезона, заканчивая условиями содержания, разнообразием источников и качеством, конечно, переработки этой клетчатки для коровы. So good agronomy, selection of varieties, very regular cutting dates, the ensiling process can all contribute to the digestibility of the cellulose in the forage. Перевариваемость целлюлозы или клетчатки из наших грубых кормов напрямую зависит от агрономии, от растениеводства и выбора, во-первых, травосмесей или культур для кормления коров, от стабильности и однородности агрономических работ в полях при посеве и сборе урожая, от качества закладки силосования в яму, когда критическими являются не столько даже дни, сколько часы работы. Все эти факторы могут оказывать очень сильное влияние на перевариваемость и усвояемость НДК. And of course, to digest large amounts of NDF effectively, we need a healthy rumen. Ну и, конечно, для того, чтобы большие объемы НДК усвоить, рубец должен быть здоровым. Okay, so if we look at the benefit in terms of performance of increasing the digestibility of NDF, we can see that increasing NDF digestibility by 1 unit will increase dry matter intake by
0.17 kilograms and give you around about 0.25 kilograms extra milk production. Для того, чтобы, опять же, понять параметры, на которые стоит ориентироваться, когда мы говорим про усвояемость клетчатки НДК из грубых кормов, при увеличении фактора усвояемости на 1 единицу мы можем говорить о росте поедаемости сухого вещества на 0,17 килограмм и на увеличение параметров самого молока. То есть мы можем говорить об увеличении до 0,25 килограмм молока. Now then, the very important thing to remember about NDF is that NDF is a combination of different fiber entities. Нужно помнить, что НДК, это нейтральная детергентная клетчатка, состоит из нескольких тоже составляющих. So NDF consists of cellulose, hemicellulose, and lignin. Целлюлоза, хемицеллюлоза и лигнин. Okay, so cellulose is the most digestible, and lignin is nearly indigestible. Нам нужно стремиться, конечно, и помнить о том, что целлюлоза является самой легко усвояемой и переваримой, а лигнин является самым тяжело переваримым компонентом. So NDF alone is not a very good indicator of forage quality. И только по одному НДК очень сложно оценить реальное качество грубых кормов. What's important is the percentage or the degree or the split between the cellulose, the hemicellulose, and the lignin. То есть нам нужно помимо количества НДК оценивать также соотношение ингредиентов или компонентов, из которого это НДК состоит. Целлюлоза, кинецеллюлоза и лигнин. Okay, and I think this diagram explains the whole idea a little bit clearer. Вот диаграмма, которая может более визуально, что ли, объяснить идею того, о чем мы говорим. Okay, so the NDF is an important component. It's the fiber fraction of the forage. НДФ, НДК – это очень важный компонент наших грубых кормов. Okay, the UNDF is more or less all of the lignin. So what is indigestible? Непереваримая НДК или UNDF по-английски – это на самом деле лигнин, все, что не переваривается. Okay, and the U stands for undegradable. Неусвояемая НДК. And then we have the fraction of the NDF which is potentially degradable, hence the PD. Но также есть еще часть потенциально усвояемого НДК, это вот PD-NDF. Okay, and the amount of this NDF that can be digested is a factor of the retention time in the rumen and the rate of degradation. То есть из вот этой потенциально возможной к усвоению НДК нам нужно понять, как максимальную часть все-таки можно усвоить животным за счет двух факторов. Это время удержания и скорости разрушения. Okay, and this will contribute to how much of the NDF is actually digested within the total tract of the dairy cow. И за счет всех вот этих факторов мы сможем понять итоговый баланс или итоговый состав всей НДК, который сможет усвоиться животным в течение всего пищеварительного тракта. And this will contribute to how much energy is available to the cow for the production of milk. И от этого будет зависеть количество энергии, сколько энергии у нас корова сможет усвоить. Okay, and the reason I'm telling you all this is because only when you understand how fiber is digested within the rumen of the cow will you be able to balance diets effectively, maximize rumen health and performance. Только поняв, как у нас, из чего складывается общее НДК и как оно в организме животного от сухого вещества доходит до общего объема всего НДК,
в течение всего пищеварительного тракта, можно понять, как это влияет на организм животного с точки зрения энергетического вклада и как это в итоге отражается на конечном продукте, на молоке. Okay, so as nutritionists, what I want you to do, or what I want you to understand after this presentation, I want you to feel or have some sort of, what's the word, some feeling of how a forage will digest in the digestive tract of the cow. То есть, что должно являться результатом нашего сегодняшнего вебинара? Мы хотим попробовать донести идею или ощущение того, какие корма и как усваиваются внутри коровы и как они влияют на конечный продукт. Okay, and the latest methods of analyzing forage NDF are based on this system called the two-pool model. Последняя модель, современная модель, современный взгляд на визуализацию процесса усвоения кормов называется модель двухпульная, из двух пулов. So in every forage, you basically have three pools of fiber, okay? You have the first pool, which is the fast pool of fiber. В любых кормах, в любых грубых кормах по факту есть несколько пулов клетчатки. Всегда есть быстрый пул. And what this line indicates is how quickly the fiber is degraded. То есть эта линия показывает нам, насколько быстро этот вид клетчатки разлагается. So you can see this A pool is what we call the fast pool fiber. То есть это вот как раз быстрый пул или пул вида А. And it's all degraded within the first 30 hours of incubation. И он разлагается в течение первых 30 часов инкубации. Okay, then we have the slow pool of fiber. Далее есть медленный пул клетчатки. Okay, and the amount of this that is digested in the rumen will depend again on how long it stays in the rumen. Объем клетчатки этого вида, медленной клетчатки, от объема будет зависеть, насколько долго она остается в рубце. Okay, and then we have this very indigestible or UNDF pool of fiber, which although remains in the rumen, it doesn't get digested and doesn't contribute any energy. И третий вид – это неусваиваемая, неразлагаемая клетчатка. Несмотря на то, что она в своем виде как попала, так она и сохраняется в рубце в совершенно том же виде, без какого-либо усвоения, в неизменном состоянии. Okay, and in terms of this UNDF, the UNDF can be the brake and the accelerator when we come to milk production. Вот это самая сложная, непереваримая НДК, непереваримая, неусваиваемая клетчатка. Она может придать как скорость, так и затормозить процесс усвоения кормов коровой. Okay, so poor silages, poor forages have high levels of UNDF, and this puts the brakes on milk production. Низкого качества грубые корма, низкого качества закладка, низкого качества силоса разного рода. Все это тормозит наличие молока, конечно. When we reduce the UNDF level in the diet, then we push performance upwards. То есть, снижая количество неперевариваемой клетчатки, мы разгоняем наше производство молока. Okay, but what the research has shown is that we do need a certain level of UNDF in the diet to maintain rumen health. Но последние исследования говорят, что для поддержания здоровья рубца какое-то количество, определенное количество неперевариваемой НДК очень необходимо. Okay, so there's some very crude recommendations in the literature, but these are not absolute recommendations. Это не абсолютные рекомендации, мы хотим, чтобы вы с осторожностью их использовали, но это то, что в последнее время разные исследования показывают в литературе. Okay, but what I recommend for you as nutritionist is to find where the optimal
UNDF level is in your diets, in your rations. То есть, давая, если бы мы завтра или сегодня давали бы рекомендацию кормовику на определенной ферме, задача не довести до определенного всеми признанного уровня неперевариваемой клетчатки, а понять, каков этот уровень непереваримой клетчатки на вашей ферме для ваших животных, для здоровья рубцов в конкретных условиях. Okay, just as an example, in diets that I do in the UK, I tend to find that my optimal UNDF level as a percent of body weight is slightly lower than that 0.3% that's recommended in the literature. При, например, составлении кормовых рекомендаций в Великобритании Хью ориентируется на параметр непереваримой клетчатки в виде меньше, чем 0,3% от массы тела. Okay, and this is just to demonstrate really that forages differ in the proportion of fast pool, slow pool, and UNDF. Следующий слайд мы включили для того, чтобы показать вам, что грубые корма или разные культуры грубых кормов на самом деле очень сильно отличаются по составу клетчатки быстрого пула, медленного пула и непереваримого компонента. Okay, so the first thing I want to draw your attention to, because we talked about the effect of choice of variety, is this difference between conventional corn silage and this and BMR, which is brown midrib corn silage. Например, если посмотреть на кукурузный силос, если сравнить традиционный кукурузный силос с, для нас, наверное, несколько новым понятием, это кукурузный силос из зеленой массы с коричневой сердцевиной, как определенные гибриды, из которого это добивается. And you can see the difference between the two, that the A pool is much bigger in the BMR corn silage compared to the conventional, which means that it degrades a lot quicker in the rumen. Но, несмотря на то, что и то, и другое кукуруза, обратите внимание, что быстрый пул клетчатки во втором виде силоса намного больше, что говорит о том, что он переваривается намного быстрее в рубце. So the other thing I want to draw your attention to is the analysis of alfalfa. Следующий момент, на который хотим обратить ваше внимание, это анализирование силосов из люцерны. Okay, and this quite often comes to a shock to a lot of people because alfalfa, of course, is regarded as a very high quality forage. Очень часто люцерновые корма рассматриваются как высококачественные корма, и этот факт может вызвать некий шок достаточно часто. But if you think about alfalfa, what you have in essence is very digestible or quickly digestible leaves, and then a very strong or lignified stem. Но если посмотреть физически, из чего состоит люцерновое растение, то у нас есть очень быстро усвояемые мягкие листья и практически один лигнин в стебле растения. Okay, so what you have in essence is the leaves in the fast pool and then the stems in the slow and UNDF pool. То есть по факту люцерновые корма будут состоять из очень быстрого пула клетчатки, который будет идти из листьев люцерновых растений, и медленный пул или даже непереваримая клетчатка будет идти из стеблей. Okay, so the best way around this is to cut more frequently or to select varieties of alfalfa which have low lignin. При работе с люцерной исключительно важно уделять фокус времени сбора урожая, нужно ее срезать чаще и быстрее, либо выбирать сорта с более высокой скоростью усвоения. Okay, and the third thing I want to draw your attention to is the grasses. И третий момент – это травы и травосмеси. Okay, so if you use modern varieties of hybrid or perennial ryegrasses, this A fraction will more than likely be in the region of 70
to 75%. При выборе современных сортов трав или райграссов, например, в большом составе в травосмесях, быстрый пул переваримой клетчатки будет в районе 70%. Okay, and the reason the A pool is so small on this chart is that most of these grasses were Native American grasses. На данном слайде почему количество быстрого пула клетчатки такое низкое? Потому что для исследований были отобраны североамериканские сорта трав. Okay, so don't underestimate the quality of grasses or the use of grasses in the diet of high-performing dairy cows. Поэтому не стоит недооценивать, то есть стоит уделять внимание, большее внимание использованию сенажей из разных травосмесей для кормления высокоудойных коров. Okay, so the problem with poor quality silage, of course, is no matter how much concentrate we feed with it, we always have difficulty in maintaining or achieving a high level of production. При использовании плохих кормов, когда у нас силоса низкого качества, наша главная головная боль или проблема – это удержание надоя, несмотря на высокое использование концентратов в рационе. Okay, you can see here on the poorest quality forage, so the blue line, even when we feed a very high level of concentrate, because this is the percentage of grain, we still fail to achieve the level of production achieved on very high quality forage. Если вы посмотрите на синюю линию, то вы увидите, что мы сравниваем синюю и красную линию на графике. Синяя – это низкого качества силоса, и даже несмотря на использование высокого компонента концентратов в рационе, около 71, у нас все равно не получается достичь такого же надоя, как при использовании, например, высококачественных силосов с большим количеством переваримой клетчатки. So adding more and more grain to poor quality silage is not always the way or the solution to achieving higher levels of production. К сожалению, при получении молока за счет концентратов это не самый простой вариант и не самое хорошее решение. То есть за счет добавления большего и большего и большего количества концентратов молока можно получить не так много, как хотелось бы. And the reason for that is because when we have very poor quality forage or forage which is very indigestible, the rumen microbes need digestible fiber and not starch. Почему это происходит, несмотря на то, что мы кормим много концентратов, почему мы не получаем молока? Потому что для микробов внутри рубца нужна переваримая клетчатка для того, чтобы бактерии питались, было чем питаться. Okay, because as forage quality declines or becomes more lignified, then the bacteria have less, or the cellulitic bacteria have less substrate to digest. А эта клетчатка поступает из грубых кормов. Соответственно, чем хуже будет качество грубых кормов или чем больше лигнина будет присутствовать и непереваримой клетчатки в наших плохого качества грубых кормах, тем меньше пищи, тем меньше корма мы можем предоставить микробам, которые живут внутри рубца. Okay, so if we add more and more grain to this type of diet as a solution, we do get, of course, an increase in propionic production, but we also drive rumen pH lower. При добавлении большого количества зерна или концентратной части мы, конечно, во-первых, продвигаем, промотируем пропионаты, но при этом мы еще и нарушаем кислотность нашего рубца. And the more and more we push grain to compensate for the poor quality of the forage, then fiber digestion also decreases with lower rumen pH.
чем больше мы пытаемся компенсировать концентратами и зерном низкое качество наших кормов, чтобы какое-то молоко получить, тем больше мы вредим нашему рубцу и еще больше занижаем кислотность, нарушая процесс кормления микробов. So the solution is to maximize the starch level to a level before it starts affecting the rumen pH, and then adding digestible fiber to give the microbes enough fiber to digest. Решением может являться балансирование все-таки крахмалов в рационе для того, чтобы соптимизировать или сбалансировать кислотность рубца, и все-таки увеличение полезной переваримой клетчатки НДК для того, чтобы было чем накормить микробы и бактерии, которые проживают в рубце. Okay, so I've constructed this model to try and explain how best to balance the fiber or balance the fiber pools within a ration. Данная модель – это попытка наша визуализировать, как можно сбалансировать разные пулы вот этой НДК, быстрые, медленные или совершенно неусвояемые в рационе для того, чтобы достичь максимальной эффективности. Okay, so this blue box at the bottom, the dark blue box, represents an increasing level of digestible fiber or digestible NDF in the diet. То есть вот этот синий треугольник, грубая корма, это увеличивающийся объем переваримой клетчатки в общем рационе. Okay, and that's associated with an increase in the fast pool of fiber. И у нас более усвояемый, более переваримый будет полный рацион или весь объем клетчатки при увеличении скорости пула. Чем больше быстрого пула этой клетчатки у нас будет, тем более он будет переваримым. And quite simply down here, where our NDF digestibility in the forage is poor, we need to replace some of this forage with digestible fiber sources. И вот в левом углу, там, где находится худшего качества грубая корма, их нужно замещать или заменять переваримой НДК или переваримой, добавленной откуда-то из другого источника клетчаткой. Okay, and this will ensure that the cellulitic bacteria have adequate fiber to digest and maintain that higher rumen pH. То есть, чтобы у целлюлозных бактерий, у микробов, которые живут в рубце, была переваримая НДФ для того, чтобы продолжать свою жизнедеятельность в рационе. And at the other end of the scale, we have fiber, which is very high, or NDF in the forage, which is very highly digestible. And in this situation, we need to add some UNDF or slower digesting fiber in order to maintain rumen health and rumen fill. А на другом конце, или наоборот, где у нас с правой стороны есть более высокого качества по питательности грубая корма и много переваримой клетчатки, нам необходимо дать все-таки непереваримую клетчатку, какую-то массу, которая поддержит здоровье рубца. Okay, so let's just look at the different degradation rates of NDF in different feeds. Давайте посмотрим на разную скорость переваривания или разложения, исходя из того, из чего поступает это НДК из разных источников кормов. Okay, and let's look at two examples. So let's look at beet pulp. Давайте посмотрим на два примера. Это свекловичный жом. Okay, and beet pulp has a lot of digestible fiber and pectins. В нем существует или имеется в наличии большое количество НДК и пектина. And this is a nice replacement for very poor quality forage.
свекловичный жом является очень хорошим заменителем низкого качества грубых кормов, дополнителем. Likewise, when we have very quickly digestible forage and it's going through the rumen too quickly, and we need to slow things down to maintain rumen fill, then we need a source of fiber which is digested slower. И в противоположном примере, когда у нас очень много быстро переваримой клетчатки идет из грубых кормов, нам нужно ее сбалансировать чем-то медленным, более медленным. And you can see that alfalfa, straw, and even corn silage is digested slightly slower. And this is a good complement for those very, very highly digestible forages. Если у нас есть быстро усвояемые грубые корма, их можно дополнить как раз либо соломой люцерновой или сеном в нашем случае, или даже иногда кукурузным силосом, которые более медленно усваиваются в рубце. Okay, and the question is, can forages be too digestible? Естественный вопрос, который очень часто нам задают, это может ли рацион или грубые корма быть слишком переваримыми? And the answer to that question is no, they cannot be too digestible. What we need to do is to balance the forage within the rumen to ensure that we provide slowly degradable fiber. И ответ нет, ответ отрицательный. Не бывает слишком быстро переваримых кормов, но нужно учитывать, что для здоровья рубца нам, конечно, нужен корректный баланс быстро переваримой клетчатки с некоторым объемом непереваримого ингредиента клетчатки. So it's more efficient to produce the best quality forage you can, and then to add some sources of fiber to the TMR to make sure we keep the rumen healthy. Пределов совершенству не существует, и мы рекомендуем стремиться к произведению максимально высокого качества кормов с очень высокой питательностью и хорошей переваримостью, максимально быстрой переваримостью. И потом эти рационы можно балансировать чем-то более жестким, чуть ниже перевариваемостью клетчатки. Okay, so let's move on to starch. Давайте перейдем теперь к крахмалам. Okay, and for the cow, I put starch here as the sun, and the world of the cow revolves around providing it with a good source of digestible starch. Перейдем к крахмалам, и крахмал — это солнце, в том смысле, что мир коровы и наше с вами количество молока в этом мире вращается вокруг солнца. Солнце — это крахмалы. And important things to understand about starch is that it can influence milk quality and performance on a positive and on a negative basis. Крахмалы, их наличие или отсутствие и качество может повлиять как в положительную, так и в отрицательную сторону на качество нашего конечного продукта в виде молока. Okay, and the other thing to remember with starch is more is not always better for the cow. Самое главное с крахмалами — это помнить, что больше не значит лучше. Okay, because as we showed in certain situations where we have poorly digestible fiber, the rumen needs digestible fiber and not starch. Как, например, в примере, который мы показали, когда нам нужно добавить, например, при плохой клетчатке, при низко перевариваемой клетчатке, нам нужно добавить не крахмалы в рацион, а именно быстро усвояемой клетчатки. And the other thing to remember as well about cellulose, which is contained in the NDF, is that cellulose is a carbohydrate made up of glucose units, and these glucose units, like those in starch, are fermented to produce propionic acid. И что важно помнить, это про наличие глюкозы или пропионатов в виде крахмала. From which, sorry, once again, from which? Sorry, so just like starch
Cellulose is made up of glucose units, which are also fermented. Целлюлоза. Очень важно внимание уделить целлюлозе, которая также состоит из глюкозных единиц. Okay, so for me, the place to digest starch is in the rumen. Наше мнение, доктор Хью говорит, мое мнение, что место, где должен усваиваться крахмал, это рубец. And I hear too many people talking about rumen bypass starch. Но мы слышим, что очень много количества людей, разных специалистов, говорит о проходящем рубец крахмале, то есть крахмал в виде байпаса. Okay, the most cost-effective way to feed a cow is to optimize the production of microbial protein within the rumen. Самый оптимальный и бережный способ получить максимум от коровы – это оптимизация работы ее рубца, оптимизация микробиального протеина, то есть того, который поступает от бактерий внутри рубца, и усвоение крахмала внутри рубца. Okay, and we can see from this chart that the more starch we degrade in the rumen, the higher the total tract degradation of starches. И мы на слайде видим зависимость, что чем больше крахмала мы можем разложить или усвоить в рубце, тем больше объем крахмала в принципе впитывается или усваивается далее в остальном желудочно-кишечном тракте. Okay, and the other thing to consider as well, if starch sources are not degraded in the rumen, the chances are that a lot of that will pass out in the feces. И следующий тонкий момент, который нужно учитывать, это если источники крахмала, то из чего мы даем крахмал внутрь рубца, не усваивается именно в рубце, очень велика вероятность того, что это все в чистом виде пройдет насквозь в навоз. And the reason for that is because the lower digestive tract is very inefficient at degrading starch and absorbing the glucose. Так как нам нужно помнить, что нижние отделы кишечного тракта, остального кишечника, да, они более грубые и менее способны усваивать как крахмал, так и глюкозу, которую нам нужно получить. Okay, so grain type and the way we process it and the particle size is going to have a big effect on rumen degradability of starch. Как вид культуры, вид зерна или концентратной части, так и сам выбор, во-первых, зерна, а во-вторых, размера частиц или вида, в каком виде это зерно предлагается корове как источник крахмала, имеет также большое значение. Okay, and what I've done here is put 3 different sources of corn. So we have ground corn, we have steam flaked corn, and we have moist corn in order of rumen degradability. 3 вида кукурузы на слайде представлены: плющенная кукуруза, экструдированная кукуруза и так называемая влажная кукуруза, как источник крахмала для рубца. Okay, but we can influence the degradability we can influence the degradability of these sources, of course, by the way we process it and the size of the particles. И мы с вами можем влиять на скорость или на качество усвоения крахмала из определенного источника за счет того, в каком виде или какого размера частицы мы предлагаем в полносмешанном рационе. And again, we can monitor how well these are being degraded by looking at the fecal content of starch. Как это оценить? Также за счет оценки навозных экскрементов наших животных и оценивая состав того или иного ингредиента в навозе. Okay, so we know that if we want to influence milk protein levels, then we need to increase the level of starch in the diet.
Мы знаем, что если мы хотим увеличить количество белка в нашем молоке как конечном продукте, что нам нужно сделать? Нам нужно увеличить количество усвояемого крахмала в рубце. So as rumen degradability of starch increases, milk protein also increases. Как только мы можем увеличить усвоение крахмала в рубце, как результат у нас увеличится количество белка в молоке. But of course, one of the issues with this is we quite often see a drop in milk fat. Но как результат или как несчастливое обстоятельство, очень часто мы видим, что при этом количество жира в молоке падает. Okay, and the main reason for this, because as we increase the starch content or the rumen degradability of the starch, then rumen pH also falls. Почему это происходит? Потому что при увеличении количества крахмала, который усваивается в рубце, зачастую мы наблюдаем падение кислотности. And then, of course, when we have this drop in pH, the degradability or the digestion of fiber also drops. Когда у нас занижается кислотность или резко падает кислотность рубца, у нас очень сильно сразу замедляется процесс переваривания или усвоения клетчатки. Of course, if fiber digestion drops, then milk fat test is going to drop because acetate production in the rumen becomes compromised. За счет того, что компрометируется производство ацетатов в рубце, при снижении количества усваиваемой клетчатки, которое происходит из-за снижения кислотности рубца, снижается как следствие содержание жира в молоке. So if we're feeding high starch diets, we need to ensure that we have a good balance of fiber in the diet. We use rumen buffers, and also we use yeast supplements in order to stabilize rumen conditions. То есть, если мы используем рационы с высоким содержанием крахмала для того, чтобы у нас было высокое содержание белка в молоке, нам нужно очень аккуратно балансировать эти рационы определенным количеством усвояемой клетчатки для того, чтобы поддерживать здоровье рубца и для того, чтобы не обвалить содержание жира в молоке. Для этого используются буферы, для этого используются дрожжи. So what we want to create in the rumen is conditions which optimize the digestion of starch and propionic production and optimize the digestion of fiber. Что нам нужно сделать? Нам нужно создать оптимальные условия для всего. Оптимальные условия для усвоения крахмала, пропионатов и клетчатки. Because if we just focus on the digestion of starch and increasing starch levels, then we are going to depress the production and the digestion of fiber, and we're going to have a negative effect on production and on fat production. Если мы сконцентрируемся только на крахмалах и на пропионатах, на их усвоение, скорее всего, может произойти так, что мы упустим внимание и потеряем контроль над производством ацетатов в рубце, и за счет этого может нарушиться баланс по содержанию жира в молоке. And of course, the other thing to consider as well is that we can be successful with very high starch diets, providing our management of the cows is very good. Ну и, конечно, нельзя не поговорить про менеджмент, то есть успех высококрахмальных рационов с большим содержанием крахмала в очень большой мере зависит от успешного и эффективного менеджмента наших животных. And I've just put up here 5 key things we really need to focus on. 5 ключевых моментов, на которых нам всем нужно сфокусироваться. And they are providing comfortable beds for these cows to lie down. Комфортабельные, удобные стойла для того, чтобы все наши коровы лежали. Because this encourages good rumination. Чем больше корова лежит, тем больше и лучше идет корректная ферментация в рубце.
consistent and adequate feed delivery and feed space. Правильная и однородная, одинаковая ежедневная раздача кормов и адекватное наличие кормового места на каждую голову на кормовом столе. Adequate supply of clean water. Нормальная, корректная подача чистой питьевой воды. And heat abatement strategy during summer. И, конечно, трюки или инструменты для того, чтобы снизить тепловой стресс во время жары. And the final one is the consistency of the diet on a daily basis. Ну и последний, самый важный аспект – это консистенция или однородность, одинаковость рациона на ежедневной основе. These factors will give you better rumen health, better production, and better milk quality. Все эти 5 аспектов помогут вам улучшить здоровье рубца и, как следствие, увеличить продуктивность животного и, как следствие, увеличить надой молока. Okay, so one of the most exciting things probably to happen in the world of milk analysis is the milk fatty acid analysis system. Наверное, самое крутое и такое удивительное, что произошло за последнее время в мире анализирования молока по составу, это возможность анализа молока по жирным кислотам. Okay, so the fat within the milk is made up of precursors which come from different places. Из чего состоит жир в нашем с вами молоке? Жир состоит из таких прекурсоров, которые поступают из разных мест. So these short-chain fatty acids found in milk, the precursors for those come from rumen fermentation. Короткого цикла вот эти жирные кислоты, они бывают короткой цепочки, они поступают из рациона. And the long-chain fatty acids found in the milk, they can come from supplementary fat sources, or they can come from the mobilization of body fat. В основном короткого цикла кислоты, жирные кислоты идут из грубых кормов, а кислоты длинного цикла с более длинной цепочкой поступают как раз из дополнительных добавленных ингредиентов и добавленного жира в рацион. And milk fatty acid analysis can tell us two things. Анализ молока по жирным кислотам может сказать нам 2 важные вещи. The first one is the rumen functioning correctly, and is it having enough fiber to digest? Работает ли наш рубец корректно у наших животных и достаточно ли клетчатки мы даем, чтобы сохранять рубец здоровым? Okay, and the second thing it can tell us, especially in early lactation dairy cows, is how much body fat is being lost in the early stages of lactation. А по количеству кислот с более длинной цепочкой можно оценить состояние кондиции тела наших животных и понять, какое количество жира из животного, из тела используется и корректно ли состояние кондиции тела. Okay, and this is a tool that can be used on an individual cow basis, or it can be used on a group basis. Этот инструмент можно использовать как на одной корове на основе одного животного, так и для оценки производительности или продуктивности группы животных. Okay, so the other thing which can impact the level of fat in the milk, of course, is the processing of fat within the rumen. Следующий момент – это, конечно, переработка жира в рубце, который может влиять на состояние здоровья рубца. Okay, so when we do have a lower rumen pH, this can affect the process of biohydrogenation. This is the conversion of polyunsaturated fatty acids into saturated fats in the rumen. При некорректной кислотности в рубце, при более низкой кислотности, чем нам нужно, у нас нарушается процесс конвертации трансжирных кислот под воздействием бактерий рубца в нужные нам кислоты.
Okay, and when this happens, we can have an increase in the production of what we call the trans fatty acids, and these will depress the formation of fat in the udder. И увеличение неправильных трансжирных кислот, они могут нарушить процесс корректной выработки молока и привести к нездоровым процессам в вымени. So if we have low rumen pH and we're feeding excessive levels of polyunsaturated fatty acids, we can drive the butterfat level down in the milk. То есть, если у нас низкая кислотность рубца и больше, чем нужно количество полинасыщенных кислот, у нас может снизиться содержание жира в конечном продукте, как молоко наше, исходя из этих двух факторов. So within the diet, we should limit our polyunsaturated fatty acid content to around 2.5% in the dry matter. Полинасыщенные кислоты нужно стремиться снизить до 2,5% в сухом веществе. And this will avoid problems. И это поможет избежать проблем с нездоровьем рубца. Okay, so on the previous slide, we looked at the formation of milk fat from these fatty acids produced by the rumen microbes. На предыдущих слайдах мы посмотрели на количество вырабатываемых, производимых кислот, жирных кислот из микробных жителей нашего рубца. Okay, and this chart just shows two things. Firstly, it shows that when we increase the level or we improve fermentation of fiber in the rumen, our milk fat test increases. Первое, что показывает этот слайд, при увеличении усвоения клетчатки в рубце у нас все-таки увеличивается количество жира производимого. But also milk protein increases as well. Но помимо жира увеличивается также и содержание белка в молоке. And the reason for this is if we maintain that higher or healthier rumen pH, then the level of microbial protein or the total level of microbial protein is increased, and this influences milk protein levels. То есть при внимании к микробному или к корректному количеству микробного протеина внутри рубца, чтобы бактерии все были живы, здоровы и сбалансированы, мы таким образом, хотим не хотим, влияем на содержание или количество выходящего белка в виде белка в молоке. Okay, so body condition score of the cows has a big influence on the milk fat content. Следующий момент важный – это состояние упитанности коров, или когда мы проводим оценку жирности или нежирности наших животных, и это состояние животных может сильное влияние оказывать на содержание жира в молоке. And of course, those cows with less body condition score have more negative energy balance, and of course, this then has a negative effect on protein in the milk as well. Более тощие коровы имеют отрицательный энергетический баланс и, как следствие, более низкое содержание белка. But having cows in low body condition score, this is related to transition cow management. Все, что мы сейчас говорим, относится к менеджменту транзитных животных, транзитных коров. Because if we have a poor transition, then we tend to have rapid body condition score loss in early lactation. Если у нас некорректное содержание животных присутствует в фазу первого и второго сухостоя, у нас происходит более резкая потеря веса после отела. Now remember that the fat coming from the body makes a significant contribution to the fat test in the milk. И нам очень важно помнить, что жир не только из кормов, но и жир, который поступает из тела коровы, находит достаточно большое отражение в конечном продукте, в молоке.
So if these cows lose a lot of body condition score early on, or they mobilize a lot of fat, then there's less fat available later in lactation to contribute towards the fat test in the milk. Соответственно, если коровы у нас очень быстро теряют большую массу тела и теряют жир из тела после отела, у них будет меньше депозит жира, доступный для молока в более поздние периоды лактации. So then these cows which are thin in the first trimester of lactation, they have to gain condition in the latter parts of the second and third trimester of lactation, and therefore a lot of fat is partitioned to the body and not into the milk. Соответственно, коровы, которые теряют большое количество массы в первый триместр стельности или в первую часть лактации, да, должны восстановить весь этот жир в дальнейшие периоды лактации. А поскольку он был весь потерян из тела, его намного сложнее восстановить и перевести через жир в теле уже в жир в молоке. Скорее всего, будет идти восстановление конституции тела животного и будет меньше жира доступно для содержания в молоке. Okay, so there's a lot of different fatty acid supplements on the market. So I've put this slide up to try and simplify the roles of the different fatty acids. Немножко про жирные кислоты. Их на рынке присутствует большое количество разных производителей. И Хью составил слайд, чтобы, в принципе, получить какой-то обзор из того, что они делают для организма коровы. Okay, so the C16, the common C16 palmitic oil, this generally has a positive effect on milk fat and milk production. С16, чаще всего это пальмовое масло, оно оказывает воздействие на состав молока и на количество жира в молоке. Okay, the C18-1 fatty acids tend to have a positive effect, or they help to reduce body condition score loss in early lactation. С18 к 1 – это другой вид жирных кислот. Они оказывают больше влияния на конверсию корма и замедляют потерю массы тела после отела, увеличивая поедаемость кормов. Okay, these long-chain fatty acids or fish oils, they tend to have a positive effect on reproduction and immunity. Жирные кислоты с длинной цепочкой или чаще всего это рыбные какие-то, да, кислоты или рыбий жир, они оказывают достаточно сильное влияние на репродуктивные качества, на общий иммунитет, во-первых, коровы, и дальше на всю репродуктивную систему, начиная от качества яйцеклеток, заканчивая развитием стельности и сохранностью эмбриона. And again, the C18-2 products, they tend to have a positive effect on reproduction also. И последний вид жирных кислот, С18 к 2, они также оказывают большое влияние на репродуктивное здоровье животного и на воспроизводство. Okay, so it's important that you select the fatty acid product with what your objective is for that supplement. Поэтому при выборе определенных жирных кислот для вашего рациона нужно понимать разницу того, что они делают, и с какой целью мы их вводим, чтобы достичь определенных результатов. Сначала определяем результаты, потом выбираем продукт. So on this basis, I've put together a very simple strategy for fat supplementation. Вот достаточно простой слайд с базовой стратегией замещения жировых кислот или жировых добавок. So I would feed a C16, C18-1 combination product to the fresh cows. Для новотельных животных следует давать кислоты С16, С18 к 1. Okay, and then during the high production period, I would feed either a C16, C18-1 product again if I had very high levels of production.
Если у нас высокая продуктивность, и для высокопродуктивных коров можно в пик производства продолжать давать эти два вида жирных кислот, С16, С18 к 1. Or if I had cows that were producing 45 kilograms or less during this high production phase, I would just feed a C16 product. Если у нас средние надои 45 килограмм и на голову или ниже, тогда стоит ограничиться одним видом, это С16. And then if I'm going to feed supplementary fat in the final, let's say, final trimester or the second and third, the second and third trimester lactation, then I would feed a C16 product. И дальше, если мы выбираем дополнять молоко или дополнять рацион какими-то жировыми добавками с целью улучшить жир в молоке, то в позднюю лактацию на последних периодах стельности стоит ограничиться только также С16 для многотельных животных, взрослых коров. Okay, and there's some nice studies which have shown that actually feeding C16s to these later lactation cows actually prevents body condition score gain and doesn't increase it. И есть исследования, которые удивительным образом показывают, что при введении жирных кислот вида С16 на позднем периоде стельности или позднем периоде лактации, поздней лактации животного, это приводит к стабильному увеличению веса и не приводит к дополнительному ожирению животного. Okay, the biggest issue with cows gaining body condition score in late lactation is feeding too much starch. Потому что самой большой проблемой к жирению коров на позднем периоде поздней лактации это раскормленность животных и использование слишком большого количества крахмала. Okay, I suppose the other opportunity is if you're going to feed these fish oil products or these long chain polyunsaturated fatty acids, I would feed them during the fresh period. Because they can help to reduce inflammation. Если используются рыбные продукты, рыбные какие-то жировые кислоты или жировые добавки с целью использования жировых кислот, из жировых кислот с длинной цепочкой структуры, то рекомендация использовать их для новотельных животных, потому что они достаточно хорошо могут помогать периоду восстановления животного. Okay, so that's the fat. So let's move on to balancing diets for amino acids. Поговорили про жиры, теперь давайте поговорим про балансирование рационов по аминокислотам. Okay, and these graphics or these cartoons are showing or demonstrating how methionine and then lysine become amino acids which limit the level of production. Знаменитая бочка, которую многие из вас видят, и в двух вариантах показано, насколько важное значение играет метионин и лизин из всех аминокислот, которые очень сильно при их недостатке ограничивают продуктивность животного. Okay, so you can see in this situation the water is going to come out of the barrel to the height of the methionine. В первом случае вода из бочки у нас начинает подтекать, если не хватает нужного количества метионина. So if we supplement methionine, then we can put more water in the barrel or we can get more milk out of the cows. Соответственно, при дополнении или балансировании правильного нужного количества метионина в бочку нашу с вами можно долить больше воды или по результату получить из коровы больше молока. Okay, so when we talk about balancing diet or rations for amino acids, then we're predominantly talking about methionine and lysine, but histidine can also be limiting on diets which are high in grass silage. Чаще всего при балансировании аминокислот речь идет про метионин и лизин,
про два ограничительных фактора в рационах коров для будущей продуктивности. Но гистидин также может быть очень сильным ограничительным фактором при использовании рационов из травосмесей, сенажей. Okay, one of the important things to understand about balancing diets for lysine and methionine is that it's not just about milk production. Самое важное, что нужно знать и понимать про балансирование или недостаток метионина и лизина, что речь идет не только про производство молока. Balancing diets for amino acids can influence antioxidant capacity of the animal. It can improve liver function. It can improve the immune system, and it can even have positive effects on the way genes are expressed within the animal. Балансирование рационов по метионину, лизину и, в принципе, по аминокислотам окажет однозначно большое влияние на производство конечного продукта молока. Но это как айсберг, потому что наличие сбалансированных аминокислот для коровы, которая имеет высокую продуктивность, очень важно, начиная от синтеза тканей белка до антиоксидантного воздействия и поддержания функции печени. А функция печени, конечно, говорит нам про сильную поддержку иммунитета. И последние исследования говорят про влияние балансирования аминокислот даже на визуализацию или производство тех или иных генов у наших животных. Okay, so when we talk about balancing diets for amino acids, there's 3 simple steps. При балансировании рациона по аминокислотам есть 3 главных шага, которые нужно учесть. Okay, but we always start with the rumen. Всегда начинаем, конечно, с рубца. And our goal with the rumen is to maximize how much microbial protein we can produce. Задача – это максимизировать, разогнать работу рубца, чтобы произвести максимальное количество микробного протеина. And we can do this when we ensure that we have adequate rumen degradable protein, and we maximize the level of starch and digestible fiber in the diet. Сначала нам нужно убедиться в максимальном количестве переваримого протеина и в рубце, и затем убедиться в балансе крахмала и переваримой клетчатки. Okay, and the reason we focus on maximizing microbial protein is because microbial protein has a very good amino acid profile. Почему микробный протеин? Потому что у этого микробного именно протеина имеется очень хороший профиль или наличие большого количества аминокислот. Okay, so we can see here if we look at the amino acid profile of milk, and then we compare that to bacteria and to protozoa, which flow to the small intestine from the rumen. Если посмотреть на содержание аминокислот в молоке, мы видим содержание лизина, метионина, гистамина и также простейшие виды протозоа, которые также перемещаются у нас в животном. And in terms of lysine and methionine, microbial protein is superior to most other feed ingredients. По лизину и метионину микробный протеин имеет самое высокое содержание этих аминокислот по сравнению со всеми видами другого протеина. So focus on microbial protein before focusing on bypass protein. Поэтому наша рекомендация – это уделять как можно большее влияние все-таки сначала микробному протеину и только потом уже транзитному протеину байпаса. Okay, so there's just a few other points I'd like to pick up on this slide. Yeah. Those are that the animal proteins have very good amino acid balance. И еще несколько моментов, которые доктор Хью хотел бы донести до вас. Первое – это животные жиры, например, рыбная мука или рыбный шрот, да, или рыбные мучные
Okay, and you can... разного вида. В них также есть высокое содержание аминокислот. So in diets where we have a lot of grass silage and histidine can be limiting, then maybe we need to, if possible, blood meal is a great supplement, or even the fish meal. Если мы используем в основной массе травяные грубые корма, то гистидин, как аминокислота, может являться ограничителем и вот той самой низкой частью бочки, из которой будет выливаться вода. Тогда такие продукты животного происхождения, как рыбная мука или, например, кровяная мука, могут очень хорошо заменить именно аминокислоты и именно гистидин, дополнить. Okay, and it's possible to select ingredients which provide you with the best amino acid profile. Можно выделять или выбирать те ингредиенты, которые есть на рынке, именно с точки зрения состава аминокислот, которые они дадут. But remember, a lot of these amino acids will be broken down in the rumen and converted to ammonia before being incorporated back into microbial protein. Но помните, что большая часть этих аминокислот будет в рубце разложена на запчасти, так сказать, прежде чем она сможет превратиться и дойти до нужного нам микробного протеина. Okay, so the second step of balancing diets for amino acids is to meet the lysine requirement of the cow. Следующий, это мы должны выполнить требования животного, коровы нашей по лизину. Okay, and in order to achieve this level of 7% of the metabolizable protein, we quite possibly will have to feed some rumen-protected lysine. То есть для того, чтобы достичь 7%, параметров 7% перерабатываемого белка, обменного белка, нам, скорее всего, лизин также потребуется дополнять. Okay, so then the next step is to balance the lysine with the methionine. Следующий шаг – это нам нужно сбалансировать лизин с метионином. And our target here is to have about 2.6 of the metabolizable protein as methionine. То есть нам нужно около 2,6 обменного протеина в виде метионина. Okay, but what we're looking for is this overall ratio between lysine and methionine of around 2.69 to 1. So 2.69 lysine to 1 Общее methionine. соотношение – это 2,69 лизина к 1 метионину. Okay, so the benefits of balancing diets for amino acids, just to summarize. В чем же польза или преимущество балансирования, чтобы подвести итог по аминокислотам, по метионину и лизину? Okay, and we've already talked about these first 4 factors, but in terms of production, studies show that we gain around 2 to 4 kilograms more milk in the early stages of lactation. Первые 4 пункта уже проговорили, это лучше здоровье, меньше болезней, меньше кетозов, но с точки зрения молока это увеличение при балансировании по метионину и лизину, увеличение на 2-4 килограмма в начале лактации. Okay, and we improve both fat and protein as well when we balance the diets for amino acids. И помимо этого мы можем улучшить соотношение единиц белка и жира в молоке при балансировании рациона по аминокислотам. Okay, so Zinpro products, especially chromium and zinc, are really beneficial in terms of glucose production. Ну, и мы не можем, конечно, не сказать о том, что наши продукты компании Zinpro оказывают огромное воздействие на именно эти факторы. И, например, хром работает за счет улучшения усвоения глюкозы. Okay, and if we want to maximize production, we need to produce a lot of glucose in the liver, and we need to utilize that glucose well for production and reproduction. И, во-первых, нам эту глюкозу нужно произвести сначала в печени, а затем корректным способом правильно утилизировать ее, использовать для той или иной цели внутри нашего организма животного.
Okay, so to get the most out of balancing diets for amino acids, it's important that we use an effective source of zinc and an effective source of chromium. То есть для того, чтобы балансирование рациона по аминокислотным корректно сработало так, как мы хотим, для увеличения молока и содержания жира и белка в молоке, необходимо, чтобы глюкоза корректно сработала, а значит, для этого нужен цинк и хром. Okay, so for example, when we feed Avela Dairy 6 to dairy cows, which is a combination of zinc, manganese, copper, chromium, and selenium, we get a reduction in inflammation in the liver. То есть при скармливании, при вводе продукта Dairy 6, Avela Dairy 6, который состоит из комплекса всех микроэлементов от цинка до марганца и селена и меди, а также хрома, мы можем увидеть большое, значительное снижение воспалительных цитокинов. We also see an increase in blood albumin levels, which suggests that the liver is working more efficiently. Мы помогаем печени за счет того, что мы снижаем содержание альбумина в крови. And we see a reduction in the level of blood ketones, which also shows that the liver is working better and is metabolizing fat more effectively. И видим значительное снижение кетонов в крови, что говорит о том, что обменные качества или обменные процессы печени работают так, как они должны. Okay, and if you look at those studies out in the field, so in commercial validation trials, this is a summary of 68,000 cows on 21 dairies. Fed Avela dairy levels of trace minerals. При исследовании мы сделали один общий слайд, где мы собрали summary или общий обзор большого количества исследований, что говорит о более чем 68 тысяч коров, молочных коров, на более чем 20 ферм в течение 2 лет использовали источники микроминеральных комплексов. И при источниках или при количестве нормы микроэлементов равному содержанию в наших же продуктах, которые использовались в этих исследованиях, мы видим положительную, хорошую динамику и положительный эффект. Okay, and you can see over the 21 dairies that were evaluated, 20 of those dairies showed a decrease in ketosis levels. Из 21 фермы 20 из них показали снижение количества кетозов. Okay, so the next important thing I want to focus on is dry cow diet and focus predominantly on success with decad diets. Следующий момент, который мы хотим озвучить вам, это эффективно работающие рационы, так называемые decad-рационы с негативным катионно-анионным балансом. Because if we get calcium metabolism correct around the point of transition, then this will mean we have healthy cows, we have cows that will get pregnant quickly, and we have cows that will achieve high levels of milk production. Эти рационы достаточно успешно используются на транзитных, то есть сухостойных коровах, и вообще сухостойные коровы являются сердцем и началом большого молока. То есть чем здоровее или здоровее будут эти животные, чем в лучшем состоянии они будут подходить к отелу, и чем проще они будут восстанавливаться от отелов, тем лучше будет результат, сильнее воспроизводство и больше молока. Okay, so clinical hypocalcemia is not something we see as frequently on dairies currently, but subclinical hypocalcemia still is very prevalent and has a big effect on animal performance. Клиническая гипокальцемия наблюдается достаточно редко, практически не видно ее на фермах, но нужно понимать, что субклиническая гипокальцемия наблюдается очень-очень часто. Okay, and we can reduce the incidence of hypocalcemia by half if we are able to introduce a decad diet successfully and reduce the urine pH below 7.
снизить количество гипокальциемии на коровах можно практически в 2 раза за счет использования вот этих дикат-рационов и с помощью снижения или стремления к снижению pH мочи животных до 7 показателей, до 7 единиц. Okay, and in order to get that urine pH or create that metabolic acidosis, we need to get the DCAD level of the diet between 100 and 150. То есть вот этот DCAD-рацион должен поддерживаться в количестве на килограмм до минус 100. То есть у нас наша задача это снизить pH в моче до показателя меньше, чем 7 единиц, за счет того, чтобы вот этот дикат-рацион сработал, а показатель мочи является результатом. Как можно отследить. Okay, so the units expressed on this chart are milliequivalents per kilogram. Sometimes you will see them expressed as milliequivalents per 100 grams. Мы в графике используем миллиэквивалент на килограмм. Иногда эти параметры используются как миллиэквивалент на 100 грамм. Okay, and when they're expressed on a 100-gram basis, the values, of course, will be 10 times lower than what's shown on this chart. Если мы используем показатель на 100 грамм, то, конечно, единицы в этом графике должны быть на 100 единиц меньше. В 10 раз меньше, прошу прощения. Okay, so what are the positive effects of introducing a DCAD diet into transition cow nutrition? Каково влияние, какие плюсы от внедрения негативного катионно-анионного рациона, DCAD-рациона для транзитных коров? Okay, and most of the benefits are seen in the older cows, in the multiparous cows. Больше преимуществ по таким рационам, больше отзыва получается увидеть на взрослых коровах, а не на нетелях. Okay, so you can see that it has a positive effect on reducing transition diseases and increasing milk production during lactation. При использовании таких рационов мы видим снижение любых воспроизводственных или репродуктивных заболеваний после отела, такие как метриты и задержки последов, и мы видим увеличение надоя и увеличение молока в течение всей лактации. So one of the questions I often get asked is it safe to feed anionic diets to heifers? И, естественно, очень часто задают вопрос, можно ли или безопасно ли скармливать анионный рацион отрицательного баланса, анионный рацион для нетелей. Okay, so there's no reported negative effect of feeding anionic diets for the standard dry period to heifers. Отрицательных исследований не существует. Мы не знаем об исследованиях, которые говорят, что эффект при скармливании в так называемом сухостое у нетели в последние 2 месяца стельности нетели имеет какой-то отрицательный эффект. Okay, and in a lot of the studies, what they've shown is that heifers fed anionic diet had lower NEFAs and lower blood ketones in early lactation. Что видно, что у нетелей после отела в начале лактации в крови может быть ниже содержание кетонов в крови. And again, if we want to get the best out of an anionic approach or a DCAD diet, then Zinpro is a good partner. Ну и наша компания, конечно, может являться еще лучшим партнером для тех ферм и фермерских хозяйств, которые хотят использовать DCAD-рационы для своих транзитных коров. Okay, because again, feeding a Vela Dairy 6 has shown to have a positive effect on blood calcium levels around the point of calving.
Авайла-6 дает очень хороший эффект на снижение гипокальцемии, как следствие на улучшение иммунитета. То есть мы видим снижение воздействия гипокальцемии вокруг отела до него и сразу после него. Because when we fed Avayla Dairy 6 to transition cows, we actually increased the blood calcium level around the point of calving. При введении Авайла-6 в рацион транзитных коров содержание сахара или содержание глюкозы в крови вокруг отела до наступления самого отела увеличилось у контрольной группы животных. Okay, and this was up to a level where we don't have any negative effect on performance in the lactation. До такого уровня, который совершенно не оказывает никакого отрицательного воздействия в течение всей дальнейшей лактации. Okay, and the other thing which is really important to note here is the importance of manganese during the transition period and its effect on calcium metabolism. Ну и, соответственно, еще один важнейший момент – это наличие и поедание или усвоение марганца животным как микроэлемента во время транзитного периода или во время периода сухостоя до родового и для снижения последствий после отела. Okay, so in two simple studies done on large dairies in California, we showed that increasing the manganese level from 9 to 20 ppm resulted in a 50% reduction in milk fever cases. В двух исследованиях, проведенных на фермах в Калифорнии и в США, при увеличении нормы или дозы марганца от 9 мг на килограмм сухого вещества до 20, мы смогли снизить количество послеродовых парезов на 50%, то есть в 2 раза. Okay, and this increase in manganese and this reduction in hypocalcemia levels also resulted in reduced death loss in the first 60 days of lactation. И как следствие, естественно, идет снижение гипокальцемии и как следствие воздействия на молоко, но и на этих фермах снизилось даже также и выбытие коров после отела. So next, I just want to run through a set of instructions on how to effectively set up the DCAD diet. Следующее – это краткие, базовые, фундаментальные, так сказать, инструкции, что нужно помнить при составлении DCAD рациона. Okay, so the first thing which is important is that we analyze feedstuffs for mineral content. Первое, что нужно сделать, нужно проанализировать все имеющиеся виды кормов, составить кормовой бюджет на содержание микроэлементов и питательности. Okay, we select feed ingredients which have low potassium levels because high potassium is the main driver for hypocalcemia. Отбираем сырье с низким содержанием калия, потому что его наличие является главным драйвером гипокальцемии. Okay, we want to balance the ration to be about 0.4% magnesium in the dry matter. Нужно сбалансировать рацион так, чтобы уровень был около 0,4% по магнию. And two important things here are the ratio of magnesium to potassium and the solubility of your magnesium source. Два тонких момента – это соотношение магния к калию, а также растворимость самого магния. Okay, so then after balancing for sulfur, then we need to balance the ration to achieve the required DCAD level. Следующий этап – это балансирование рациона по сере, то есть S-элемент сера, и дальше уже идет балансирование на уровне DCAD, именно по отрицательному катионно-анионному балансу. Okay, and this can be achieved by adding a combinations of anionic salts, so
calcium sulfate, magnesium sulfate, ammonium chloride, or you can use... Разные соли, анионные соли можно добавить, как один вид. Or you can use custom products like soy chlor or biochlor to reduce the DCAD level of the diet. Либо можно использовать коммерческие продукты, соликлор или биоклор. Это уже в виде хлоридов какие-то коммерческие продукты для именно введения в DCAD рацион. Okay, and then the other thing to remember on a DCAD diet is that we also need to include an increased level of calcium, so around 120 to 180 grams. И при этом нужно помнить, что уровень кальция нужно поднимать до 120-180 грамм. So in order for the DCAD system to be successful, we need to ensure that urine pH drops to the level required, and the only way we can monitor this is by testing the urine. И, естественно, единственным, скорее всего, адекватным способом оценить, работает это все дело или не работает, является оценка кислотности в моче. Для этого, естественно, требуется проводить регулярный сбор анализов. Okay, so on this chart, I've just put some key points which you need to consider in terms of collecting and testing urine for pH. Основные параметры, скорее всего, вам просто можно сделать скриншот себе этого слайда, что нужно учесть при сборе анализов мочи и при проведении анализа, на какие параметры опираться. Okay, and it falls into the main areas of the timing of when you take the urine sample. Самые важные параметры — это тайминг, это время, когда делается забор анализа. The number of cows that you sample in order to get an accurate result. Количество коров, от которых берется анализ, чтобы получить корректный результат. Okay, how long the cows have been on the diet for? Как долго коровы использовали этот рацион, как долго они были на этом рационе. Okay, and then depending on breed, the target pH is going to differ slightly. So we want a lower urine pH for Jerseys than we do for Holsteins, for example. И дальше, в зависимости от породы, уровни pH в моче животных могут быть разными, чтобы убедиться в эффективности или неэффективности этого рациона. То есть для Джерси он будет несколько отличаться, чем уровень pH для голштинов. Okay, so I just want to pick up on 4 main points really, which will ensure success with DCAD diets. Как вообще проконтролировать и на что обратить внимание, чтобы убедиться в успешности DCAD рациона на конкретной ферме? Okay, and the important things are making sure that the diet is well processed, that the fiber is finely chopped, that the dry matter or the moisture content of the diet is adjusted, and that the cows cannot sort the diet. Нужно убедиться в однородности. Однородность рациона вообще для любого вида рациона является параметром номер один. Нужно убедиться в однородности и консистентности, то есть стабильности этого рациона. Нужно убедиться в том, что животные не могут селектировать, выбирать из этих кормов нужного им ингредиента, а это обеспечивается с помощью адекватного количества влажности, то есть для связки рациона использования воды. Okay, and this will ensure the consistent intake of the anionic diet. Это все поможет обеспечить консистентную, то есть полноценную, регулярную и одинаково стабильное потребление DCAD рациона вашими коровами. Okay, so I'm sure you've probably all seen this before, but I think it's just important that we have a quick revision on the levels of nutrients in the diets of a standard dry cow diet. Мы этот слайд достаточно часто включаем в наши презентации и вебинары, но решили его еще раз показать,
Это главные базовые рекомендации по составлению рационов для сухостойных коров. Okay, and if you want to summarize this slide, I would say that my key points here are controlling the energy intake is one of the most important things. Ну, чтобы подвести итог этому слайду, можете тоже воспользоваться скриншотами или чтобы мы не тратили время на его разбор. Самое важное – это контролирование уровня энергии в рационе для сухостоя. And the second one for me then would be ensuring that we provide adequate metabolizable protein during the entire dry period. И следующий важный момент – это предоставление адекватного количества метаболизируемого протеина в течение всего периода. Okay, because you have the calf growing inside the cow, you have the udder which is developing, you have the production of colostrum beginning. All these things require a lot of protein. То есть в этот период внутри коровы происходит огромное количество параллельных процессов. Идет развитие эмбриона в виде теленка, идет развитие и модификация вымени для будущего теленка, идет также накопление для будущей выработки молозива, поэтому количество метаболизируемого протеина в сухостойный период должно быть достаточно высоким и стабильным. Okay, so one of the parameters I use, especially during the far off and the close-up period and the fresh cow period, is the level of non-fiber carbohydrates in the diet. И один из параметров, который используется для транзитных коров, это once again, which one, sorry? The non-fiber carbohydrates, the NFC. Не NFC, то есть это не клетчаточного вида углеводы. Okay, and I have some specific recommendations for different phases of the lactation. Разные рекомендации на слайде они показаны по количеству NFC в разные периоды лактации или жизни животного. Okay, so I go from a less than 25%. I increase that to around 25% in my close-up cows, and then I step it up to the high production group. То есть в первую фазу сухостоя рекомендуемая норма введения это меньше 25%. Во вторую фазу сухостоя, приближаясь к отелу, мы доводим до около 25%. И у новотельных животных после отела мы увеличиваем его содержание до 35%. Okay, and this rule is good for two things. Okay, the first one is that it helps to control energy intake during the dry period. Во-первых, это помогает контролировать потребление энергии в период сухостоя. And the second thing is it gives a nice incremental increase in the fermentability of the diet up to peak production. А во-вторых, это помогает, увеличивает ферментацию и подводит корову к более высоким надоям в пиковую лактацию. And in late lactation, it helps with controlling energy intake and preventing cows depositing too much body fat. А в поздний период лактации, в конце лактации, это позволяет коровам получить нужную энергию, но без депонирования лишнего жира в теле, без разжирения. Okay, so in terms of grouping strategies, this is the grouping strategy that I would adopt on my dairy. С точки зрения группировки животных, на любой ферме их можно использовать. Доктор Хью говорит, я бы у себя на ферме применил именно такую стратегию. Okay, so I would have two dry cow groups and a fresh cow group. Два вида сухостойных или две группы сухостойных коров и отдельная группа новотельных животных. Okay, my first lactation cows would stay in one group all the way through lactation. Первотелки или животные первой лактации у меня бы на ферме оставались в одной группе в течение всей лактации. Okay, and then I'd have a multiparous group, high production multiparous group, and then these would move to a second group once pregnant,
and that group would ensure that these cows do not put on too much body condition. И была бы группа многотельных и высокопродуктивных животных, которые бы потом перемещались в следующую группу, убеждаясь, что они подходят под оценку упитанности и не являются слишком раскормленными. Okay, and we'll talk a little bit about the diet for this multiparous maintenance group in the next couple of slides. На следующих нескольких слайдах мы хотим вам показать вкратце составы рационов для вот этих видов животных. Okay, so another question we always get asked is which supplements should I feed to my cows? Следующий вопрос, который очень часто Хью задают, это какие добавки стоит добавлять вообще во все виды рационов для всех видов животных. Okay, so I just want to pick up on a couple or 2 or 3 points on this slide. Несколько моментов на этом слайде хотелось бы отметить. Okay, so the first one would be not to compromise trace mineral nutrition in the far off dry cow group. Микроминеральное кормление имеет исключительную важность, об этом нельзя не сказать, именно в период транзита, и мы говорим обо всем сухостое, но большее внимание к фазе второго сухостоя. Because remember, the calf is growing inside the cow and it demands a lot of trace minerals for growth. Обратите, конечно, внимание, что микроминералы в этот период нужны не только для коровы, не только для мамы, но и для роста теленка внутри мамы. Okay, for the dry cows, I would go on an anionic diet, and I would also feed choline, and also include chromium in the diet as well. Для сухостойных коров Хью бы предпочел использовать как раз анионные рационы с введением микроэлементов или микроминеральных комплексов, а также с введением холина. And you can see that there's quite a lot of different supplements going in at that key period into the fresh cows. Okay, but having the fresh cow group gives you the opportunity to focus those supplements on the cows with the biggest demands. Обратите внимание, что в рацион для новотельных коров входит большее количество разных ингредиентов, разной направленности, скажем так. И именно эти коровы являются возможностью показать максимальный потенциал и скорректировать, сбалансировать рационы под их нужды. And as the cows become pregnant to get later into lactation, then we can start to remove more and more of these supplements. После наступления следующей успешной стельности в следующие периоды лактации животного можно начинать убирать какие-то ингредиенты, например, холиновые или глюкогенные прекурсоры из рационов этих животных. Okay, so we talked about on the previous slide about having a maintenance cow group, which was designed to prevent cows from gaining too much body condition in late lactation. Поговорили про то, какое воздействие эти составы имеют, или также жирные кислоты имеют на состояние тела животных. And we can achieve this by reducing starch level and introducing some digestible fiber sources in its place. И мы можем этого добиться с использованием ингредиентов крахмала или компонентов с крахмалом и с компонентов с высоко усвояемой, легко перерабатываемой клетчаткой. Okay, and the reason I advocate decreasing the starch level in late lactation is because the more starch we feed to this late lactation cows, the more glucose is produced in the liver. Нужно очень аккуратно играть с крахмалом у животных в более позднюю лактацию, потому что чем больше глюкозы вырабатывается у животного, тем больше нагрузка происходит на печень. Okay, and this glucose drives up the insulin production, which leads to
the energy being deposited into fat reserves, the excess energy. То есть глюкоза провоцирует работу инсулиновых рецепторов, что в свою очередь провоцирует закладку жира, именно не того жира, который нам нужен, а именно приводит к увеличению запасов жира в организме. Okay, so the next question is why feed chromium to dairy cows during transition and early lactation? Очень частый вопрос – это зачем все-таки транзитным животным и животным в начале лактации нужен хром? Okay, so the problem with the early lactation cow is that its tissues are very resistant to the action of insulin. У коровы все ткани, да, являются в очень активном состоянии и очень легко поддаются влиянию инсулина во время отела. And the reason this happens is that it ensures that the glucose which is produced in the liver is diverted predominantly to the udder. Почему это происходит? Потому что глюкоза, которая производится в печени, в большей своей массе направляется в вымя. Okay, and the consequences is that cows tend to lose a lot of body condition and reproductive efficiency is reduced. Ну и, соответственно, коровы, как следствие, теряют свое состояние тела, да, худеют очень сильно и теряют продуктивность. Okay, but when we feed chromium, what we find is that the cells in the body, in the reproductive tract, and in the tissues is a little more responsive to insulin. Но что мы видим, что ткани животного достаточно хорошо показывают ответ именно к воздействию инсулина. So the chromium has a number of effects, but one of them is to increase dry matter intake, so we get more energy into the cows. То есть что нужно сделать? Нам нужно помочь животному сохранить вес, поэтому хром помогает увеличивать потребление сухого вещества за счет поедаемости. As I said, it reduces the cell's resistance to insulin. Уменьшает резистентность клеток к инсулину. And together with zinc, actually, the production of insulin is increased. И в соответствии с наличием цинка увеличивает производство инсулина. And the net result of this combination of chromium and zinc has been shown to increase milk production by around 2.5 kilograms in the first 100 days of lactation. Как приятный выхлоп, то, что мы можем увидеть отсюда, или результат эффективности, это увеличение выработки молока в первые 100 дней лактации до 2,5 литров молока. Можно ожидать увеличения от использования микроэлементов. Okay, and when we improve glucose metabolism in those early lactation cows, then we improve reproductive performance and reduce weight loss. А как следствие уже после этого это идет улучшение следующего цикла за счет улучшения репродуктивной функции и за счет снижения потери веса после отела. Okay, so these are the Zinpro recommendations for high-performing cows. So these are trace mineral recommendations. Рекомендация нашей компании для использования микроэлементных комплексов и микроминералов от нашей компании для всех видов животных, всех групп. Okay, and these are recommendations that the team in Russia will be only happy to discuss with you and show you how you can implement these into your feeding strategies. Мы, как команда сотрудников Zinpro Corporation в России, будем готовы обсудить с вами все эти дозировки и нормы, и как это можно будет сделать или осуществить на конкретной ферме или на конкретном хозяйстве. Okay, but for optimum performance, I would be looking to feed the highest level of Zinpro zinc and manganese. Для улучшения, для оптимальности, для того, чтобы сохранить животное, но при этом получить максимальную эффективность, Хью рекомендует обратить внимание на
максимально возможное использование цинка и марганца. Okay, and the inclusion of chromium will be key to achieving good levels of performance. А использование или введение хрома может гарантировать ключевую разницу в наличии или отсутствии продуктивности животного. То есть речь идет о молоке. Okay, so just to summarize what we've talked about today. Чтобы подвести итог нашего достаточно длинного вебинара. So the difference between the predicted milk production and the actual milk production is a good indicator that there are issues with management or with forage quality. Давайте вспомним, с чего мы начали. То есть вот эта разница между прогнозируемым надоем, исходя из рационов, которыми мы кормим, и фактической продуктивностью по молоку, вот эта разница может являться хорошим сигналом того, где нужно искать проблемы, в чем. Okay, it's really important if we want good milk quality and good rumen health to balance the different fiber fractions in the forages. Чтобы у нас было много молока, этого можно добиться только за счет здорового рубца. Чтобы сделать здоровый рубец, нам нужно балансирование клетчатки в рационе. Okay, when we balance fiber, we can maximize the starch to a high level without compromising health or milk quality. Ну и за счет максимального увеличения потребления крахмала, чтобы это прошло без ущерба для здоровья животного и для качества или качественных показателей в молоке, это тоже нужно делать внимательно. Okay, balancing rations for amino acids has many more benefits than just milk production and milk quality. Балансирование рационов по аминокислотам начинаем всегда с рубца. But always focus on maximizing the production of microbial protein in the rumen. Но начинать с рубца нужно именно с максимизирования, с максимального внимания к микробному протеину. Select fat supplements based on your objective. So your objective could be to reduce body condition score. It could be to improve reproductive performance. Отбор жировых кислот должен происходить в зависимости от того, чего мы хотим добиться, каких результатов мы хотим получить. Okay, getting calcium nutrition and managing calcium in the transition period has a big effect on the success of the whole lactation. Использование кальция во весь транзитный период и, главное, вокруг периода отела, это также может являться хорошим фактором высокой продуктивности, высокой молочной продуктивности животного. Okay, and develop a grouping strategy for your cows, which allows you to make the most out of different supplements, allows you to control the body condition score of the cows, but also to maximize performance. Ну и, конечно, группирование животных с точки зрения того, как им раздать с точки зрения менеджмента нужные нам рационы с нужными составами ингредиентов и грубых кормов и добавок, и при этом получить максимальную продуктивность по молоку в нужные нам периоды. Okay, so remember that Zinpro performance minerals are part of a balanced nutrition. Okay. Помните, пожалуйста, коллеги и друзья, что компания Zinpro Corporation является лишь частью микроминерального аминокислотного комплекса и является лишь частью общего сбалансированного кормления всех остальных компонентов кормов. Okay, so thank you for your attention and interest. And if anybody has any questions, please feel free to ask them when I finish. But also, if you want to email me with any questions, please email. In Russian is fine. I can translate them. But please feel free to ask any questions. Спасибо, коллеги, что дослушали нас до конца. Мы про балансирование рационов и микроэлементное кормление можем говорить бесконечно. К сожалению, мы уже выбиваемся из отведенного нам тайминга,
Поэтому мы на этом завершаем нашу презентацию. Спасибо, что остались с нами. Если есть какие-то вопросы, мы готовы будем ответить на них в письменном виде. Можно написать доктору Хью Макконахи напрямую, он разрешает это сделать. Даже по-русски он говорит, что справится с переводом. Но я рекомендую вам все-таки обратиться к сотрудникам компании Zinpro Corporation, к команде специалистов в России. Мы поможем ответить на все ваши вопросы, которые остались незатронутыми. Спасибо за внимание. Напишите, пожалуйста, коллеги, в чат, было ли интересно или услышали ли вы что-то новое, чтобы понять обратную связь. Да, и в чате вы видите мой электронный адрес, который Надежда только что написала, на него также можно писать. People are writing positive comments. Thank you. It was very, very interesting. Thank you very much. Спасибо большое. Глеб, вас не слышно. Коллеги, мне кажется, у нас есть вопросы в секции Q&A. Если время позволяет, мы готовы на пару-тройку вопросов что если ответить. Есть вопросы, задали, давайте отработаем, да? Давайте, да, попробуем. Hugh, we have several questions in the Q&A session, and Nadezhda will read them aloud, and I will translate for you. Okay. Yep. Спасибо большое. Коллеги, очень приятно, что вы посещаете наши вебинары. Спасибо большое за вашу активность, за то, что вы с нами. У нас есть вопрос. Профессор Хью не сторонник транзитного протеина и углеводов? The question, Hugh, is back to the transit bypass protein. Dr. Hugh is not a fan of bypass protein and carbohydrates, or am I wrong? Dr. Hugh is an advocate of maximizing the function of the rumen to produce the nutrients required for the cow. Профессор Хью или доктор Хью сторонник максимально здорового рубца и максимально корректной работы здорового органа, чтобы произвести не только молоко на выходе, но и обеспечить бережную работу органа, чтобы животное продолжало жить. So like I said right at the beginning, so what we can't obtain from microbial fermentation, then we need to provide it as a rumen bypass product. То есть, как мы говорили ранее, основная цель – это микробный протеин, которого должно быть максимально много, и он является самым эффективным. Если мы не можем обеспечить или добиться этого содержания, этого протеина, то, конечно, остальная часть тогда должна поступать уже из транзитного протеина или так называемого байпас-протеина. Надеемся, что ответили на ваш вопрос. Есть ли еще вопросы? У нас есть поднятая рука от Виталия. Я позволю себе дать ему слово. Нет, Виталий у нас включился, к сожалению. Не дождался. Да, и вот еще один вопрос спрашивает про возможность записи данного вебинара. Коллеги, будем делиться записью? Надежда. Давайте я отвечу на данный вопрос. Мы имеем YouTube-канал у нашей компании в России. Все вебинары мы выкладываем, соответственно, в общий доступ, либо по ссылочке. Соответственно, если есть желающие, то по электронной почте мы сможем потом прислать ссылочку на данный вебинар на YouTube-канале. Коллеги пишут, что было очень интересно. Интересно было бы получить ссылку. Спасибо организаторам и лектору, очень познавательно. So the people are asking Hugh about if they can get the recording because there was too many interesting and valuable information. Thanking the organizers and the lector, the speaker, for very detailed webinar. So comments are generally very positive. Excellent. Thank you very much. Спасибо, коллеги, за положительные комментарии. Для нас это очень важно. Мы всегда боимся перегрузить
вас информацией. Thank you so much for a great webinar, Natalia is writing from Stavropol. A lot of new information we didn't think about. Спасибо, коллеги. Очень важно. Мы всю обратную связь собираем. Стараемся давать вам лучшее. Глеб, есть ли у нас еще вопросы? Или мы не будем держать больше людей и спикеров? Больше у нас вопросов нет. Давайте поблагодарим всех участников этого вебинара и спикеров, и слушателей, что были с нами до конца. You, thank you very much. Yes, that's all for this webinar. We don't have any questions, and we just thanked all the participants, and we should be off. Okay, спасибо большое. Спасибо большое, коллеги. Будем с вами прощаться, пишите.